Сатурн – жемчужина Солнечной системы. Идеальный, холодный и смертельно опасный. В начале 80-х мы увидели его только мельком. Зонды Voyager пронеслись сквозь систему, успев бросить на гиганта лишь быстрый взгляд. Но ученым этого было мало. Они не желали еще одного пролета. Они хотели там остаться. Так родился один из самых сложных, дорогих и скандальных проектов в истории беспилотной космонавтики – миссия Кассини-Гюйгенс. Это история о машине размером со школьный автобус, о роботе, несшем на борту 33 килограмма плутония, пережившем протесты и попытки срыва запуска, избежавшем рокового провала благодаря случайному разговору двух инженеров и, в конце концов, пожертвовавшим собой ради жизни, которую сам же и обнаружил. Космос — наше будущее. Чтобы понять все безумие этой затеи, нужно вернуться в 1982 год. Данные Voyager'ов подтвердили, что Титан, спутник Сатурна, окутан плотной атмосферой. Это единственное место в Солнечной системе, кроме Земли, где могут течь реки и идти дожди, достигая поверхности. Но что там внизу? Океан метана? Ледяные скалы? Или вязкое болото? Увидеть это из космоса невозможно. Туман непроницаемый. Единственный выход — нырнуть в эту неизвестность. НАСА объединяется с Европейским космическим агентством. План был амбициозным. Американцы строят орбитальный аппарат Кассини, а европейцы создают посадочный зонд Гюйгенс. Это был настоящий Франкенштейн инженерной мысли. Вес на старте — почти 6 тонн, высота — с двухэтажный дом. На борту 12 сложнейших научных инструментов от НАСА и еще 6 внутри европейского зонда. Камеры, спектрометры, радары, ловушки для пыли. Каждый прибор создавали разные команды из 17 стран мира. Представьте этот логистический ад. Десятки километров кабелей, разные стандарты, разные языки. И все это должно работать как единый организм в миллиарде километров от Земли. Но главная проблема была не в проводах. Главная проблема — это тьма. Сатурн находится в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля. Света там так мало, что солнечные панели пришлось бы делать размером с футбольное поле. Это было невозможно. Инженерам нужен был второй источник энергии — надежный, мощный и смертельно опасный. Им нужен был плутоний. Сатурн получает всего 1% от того солнечного света, который падает на Землю. Чтобы питать такую махину, как Кассини, солнечные панели пришлось бы делать настолько огромными и тяжелыми, что ракета просто не оторвалась бы от Земли. К тому же в тени колец Сатурна аппарат рисковал периодически оставаться без энергии. Выход был только один — взять энергию с собой. На борт было установлено 3 ретега — радиоизотопных термоэлектрических генератора. Это не ядерный реактор, здесь нет цепной реакции, и он не может взорваться как бомба. Это, в сущности, ядерная батарейка. Внутри находятся таблетки плутония-238. При естественном распаде они раскаляются до красна, выделяя огромное количество тепла, а специальные термопары преобразуют его в электричество. На старте эти генераторы выдавали 885 Вт. Это даже меньше, чем потребляет ваш утюг или микроволновка. И этим скромным количеством энергии необходимо было снабжать целую научную лабораторию, бортовой компьютер и мощные передатчики в течение 20 лет. Но само слово «плутоний» вызвало панику. В октябре 1997-го мыс Канаверал напоминал не космодром, а военную базу в осадном режиме. Подготовка к пуску сопровождалась беспрецедентными мерами безопасности. Власти опасались не просто пикетов, они боялись теракта. Периметр охраняли снайперы, в воздухе висели боевые вертолеты. Чего они ждали? Что кто-то из фанатиков попытается сбить ракету на взлете или прострелить баки из винтовки, чтобы предотвратить запуск. Страх был иррациональным, но понятным. Активисты кричали, что если ракета взорвется или Кассини случайно войдет в атмосферу Земли при гравитационном маневре, 33 килограмма плутония распылятся над планетой. Газеты называли это Чернобылем в небе. НАСА парировала фактами.
Контейнеры с изотопами настолько прочны, что выдержат удара-бетон на сверхзвуковой скорости. Но толпу это не убеждало. 27 человек прорвали оцепление и были жестко задержаны спецназом прямо у стартовой площадки. 15 октября 1997 года. Мыс Канаверал. Погода идеальная. Все системы в норме. Ракета-носитель «Титан-4Б», самая мощная на тот момент в США, готова к старту. Стоимость миссии – более $3 миллиардов. Ошибка недопустима. Запуск прошел идеально. Ракета вывела аппарат на траекторию, но до Сатурна было еще далеко. Прямого пути не существовало. У человечества просто нет ракет, способных отправить 6 тонн груза к Сатурну напрямую. Кассини предстояло сыграть в космический бильярд. Впереди было 7 лет полета и 3,5 миллиарда километров пустоты. Чтобы добраться до Сатурна, инженерам пришлось пойти на хитрость. У ракеты «Титан-4» при всей ее мощи не хватало сил, чтобы отправить 6-тонный аппарат к Сатурну напрямую. Ей едва хватало энергии, чтобы просто выбросить Кассини за пределы орбиты Марса. Поэтому навигаторы выбрали траекторию Venus-Earth Jupiter Gravity Assist. Вместо того, чтобы лететь к цели, Кассини полетел в обратную сторону, к Венере. Это гравитационный маневр. Аппарат пролетает в опасной близости от планеты, воруя у нее часть орбитального импульса. Планета не замечает, а зонд получает колоссальное ускорение без затрат топлива. В апреле 1998-го Кассини пролетел мимо Венеры, разогнавшись в первый раз. Затем сделал круг, вернулся и в июне 1999-го снова нырнул к Венере за вторым толчком. 18 августа 1999 года настал момент истины, тот самый, которого боялись протестующие. Кассини вернулся к Земле, чтобы получить финальный разгон. Аппарат с ядерным топливом на борту прошел всего в 1100 километров над Тихим океаном. Это высота орбиты некоторых спутников. Скорость была около 19 километров в секунду. Малейшая ошибка в навигации, и аппарат вошел бы в атмосферу. Но математика не подвела. Кассини пронесся над нами, использовал гравитацию Земли как пращу и навсегда покинул внутреннюю часть Солнечной системы. В декабре 2000 года Кассини встретился с Юпитером. Здесь он получил последний гравитационный толчок, разогнавший его до финишной скорости. Это был неповторимый момент. Два аппарата НАСА, стареющий Галилео и новый Кассини, одновременно исследовали газового гиганта. После Юпитера впереди оставалась только пустота. 3,5 года тишины и холода, пока впереди не начала расти точка, окруженная кольцами. 1 июля 2004 года. Путешествие длиной в 7 лет и 3,5 миллиарда километров подошло к концу. Но долететь — это только полдела. Кассини мчался слишком быстро. Если он не затормозит, то просто пролетит мимо Сатурна и уйдет в глубокий космос. Навсегда. Началась процедура СОИ – Saturn Orbit Insertion – выход на орбиту Сатурна. Аппарат развернули главной антенной вперед, используя ее как щит. Кассини пролетел через плоскость колец в промежутке между кольцами F и G. Звук ударов микрометеоритов напоминал треск града по жестяной крыше. Включается главный двигатель. Он должен проработать ровно 96 минут. Это был критический момент. Сигнал к Земле шел 84 минуты. Инженеры в центре управления не могли ничем помочь. Они видели только то, что произошло 1,5 часа назад. Если двигатель заглохнет раньше, Кассини улетит. Если проработает дольше, орбита станет слишком низкой. Но двигатель отработал безупречно. Гравитация Сатурна захватила аппарат. Мы прибыли. 25 декабря 2004 года. Рождество. Наступил момент прощания. Зонд Гюйгенс отделился от материнского корабля.
У него нет собственных двигателей, нет управления. Это просто баллистический снаряд, брошенный точно в цель. Следующие 20 дней он летел в полном радиомолчании, в спящем режиме, экономя заряд батарей. В Центральном управлении полетами никто не знал, жил он или уже превратился в кусок мертвого металла. Но этот полет мог окончиться полным провалом, если бы не упрямство одного человека – инженера ЭСА Бориса Смеца. За несколько лет до посадки он обнаружил роковую ошибку в архитектуре связи. Из-за большой скорости пролета Кассини над Титаном проявлялся мощный эффект Доплера. Радиосигнал зонда сместился бы по частоте так сильно, что приемник Кассини его просто не услышал бы. Это как пытаться поймать радиостанцию, которая постоянно убегает от тебя по шкале настройки. Руководство не хотело слушать Смеца. Тесты стоили дорого и ломали график. Но он настоял. Тесты провели, и тишина. Приемник действительно не слышал зонд. Миссия была обречена еще на Земле. Благодаря Смецу траекторию Кассини изменили в последний момент. Увеличили высоту пролета, чтобы снизить скорость и снизить сдвиг частоты. 14 января 2005 года Гюйгенс врезается в атмосферу Титана на скорости 22 тысячи км в час. Температура на стенде – 1000 градусов. За щитом ледяной холод минус 180. На высоте 160 километров раскрываются парашюты. Начинается спуск длиной в 2 часа 27 минут. Гюйгенс не мог передавать данные сразу на Землю. У него не было такой мощной антенны. Он отправлял свои данные Кассини, который пролетал высоко в небе, а тот уже ретранслировал их нам. И тут случилась катастрофа. На Гюйгенсе было 2 передатчика – канал А и канал Б – для надежности. Но на Земле кто-то просто забыл отправить команду на включение приемника канала А в самом Кассини. Это была не техническая поломка, а глупая человеческая ошибка. Половина фотографий, около 350 штук, улетала в пустоту. Кассини их просто не получал. Инженеры в ужасе смотрели на пустые экраны канала А. К счастью, канал Б работал идеально. Уникальные данные об атмосферных ветрах были утеряны навсегда, но картинки удалось спасти. Когда проявились первые снимки, ученые потеряли дар речи. Они ожидали увидеть кратеры, как на Луне или Марсе, а увидели реки. Темные проливы, впадающие в темное море. Береговая линия, остров. Только текла в этих реках не вода, а жидкий метан. При минус 180 градусах природный газ становится жидкостью. Это была Земля в криогенной заморозке. Гюйгенс коснулся поверхности. Удара не было. Датчики показали, что он сел во что-то мягкое, по консистенции напоминающее мокрый песок или крем-брюле. Это было пересохшее русло метановой реки. Зонд прожил на поверхности еще 72 минуты, пока Кассини не ушел за горизонт, навсегда оборвав связь. Но этого хватило. Человечество впервые увидело поверхность небесного тела во внешней Солнечной системе, с самой поверхности. После успеха на Титане Кассини переключился на другие спутники Сатурна. Главным разочарованием должен был стать Энцелад. Это крошечный спутник, всего 500 километров в диаметре. По всем законам физики он должен быть промерзшим насквозь куском льда, мертвым уже миллиарды лет. В расписании миссии на него было выделено время для галочки – пролететь, снять кратеры и забыть. Но приборы начали фиксировать странности. Данные показали, что линии магнитного поля Сатурна искривлялись, огибая Энцелад, словно река огибает камень. Физика процесса проста. Поле может огибать только проводник. Значит, вокруг него находилась проводящая среда. Но откуда она у крошечного ледяного спутника? Гравитация там так слаба, что любой газ улетучился бы мгновенно. Мишель Догерти и ее научная группа убеждали руководство миссии рискнуть и подлететь к Энцеладу ближе. Навигаторы рисковали, но снизили орбиту. То, что они увидели, переписало учебники астрономии. Южный полюс спутника был изрезан горячими трещинами, которые назвали тигровые полосы. Из них в космос вырывались гигантские гейзеры. Энцелад не был мертв.
Он в буквальном смысле плевался водой в лицо своим создателям. Оказалось, что знаменитое кольцо Е Сатурна состоит именно из этой воды. Энцелад сам создает кольцо вокруг планеты. Ученые приняли дерзкое решение. Если мы не можем сесть на Энцелад, мы пролетим сквозь его фонтаны. Никто не знал, ударят ли крупные льдины по корпусу. Это был прыжок веры. На скорости 64 тысячи километров в час Кассини пронзил шлейф и попробовал его на вкус своими анализаторами. Результат шокировал. Это соленая вода. Там есть наночастицы диоксида кремния. На Земле такие образуются только в кипятке, не ниже 90 градусов. Пазл сложился. Под ледяной коркой Энцелада плещется глобальный теплый океан. На дне работают гидротермальные источники. Там есть тепло, вода и органика. Впервые в истории мы нашли место, где прямо сейчас, в эту секунду, может существовать инопланетная жизнь. Но это великое открытие стало для Кассини смертным приговором. На борту аппарата могли остаться земные бактерии. Они невероятно живучи. Топливо заканчивалось. Аппарат становился неуправляемым. Если бы через 10 или 20 лет дрейфующий Кассини случайно врезался в Энцелад, он мог бы занести туда наши микробы. Попав в теплый океан, они уничтожили бы местную экосистему. НАСА не могло этого допустить. Законы планетарной защиты суровы. Чтобы спасти потенциальную жизнь на Энцеладе, Кассини должен умереть. К 2017 году запасы топлива для маневров практически иссякли. Миссия подходила к концу. Инженеры могли просто увезти Кассини на далекую безопасную орбиту и оставить его там навечно, как памятник. Но они выбрали другой путь – путь воина. Финальная фаза миссии получила название «Гранд-финале». Используя гравитацию Титана для последнего рывка, аппарат направили туда, куда никто и никогда не летал – в просвет между Сатурном и его кольцами. Это был филигранный проход. Полоса пустоты шириной всего 2000 километров. 22 смертельно опасных пролета через узкий зазор между планетой и кольцами. Ученые опасались, что даже мельчайшая пыль на такой скорости способна разорвать аппарат в клочья. Риск оправдался. Впервые была точно измерена масса колец, и она оказалась меньше ожидаемой. Была составлена самая детальная карта магнитного поля Сатурна. Но с каждым новым витком Кассини подходил все ближе к атмосфере, к своему концу. 15 сентября 2017 года. Финальный маневр. В 13 часов 55 минут по времени Земли Кассини коснулся атмосферы Сатурна. Скорость 113 тысяч километров в час. Плотный газ начал рвать его на части. Обычно в таких случаях связь пропадает мгновенно. Но Кассини был запрограммирован на борьбу до последнего. Бортовой компьютер включил маневровые двигатели на 100% мощности. У него была одна задача – любой ценой удерживать антенну, направленной на Землю. Выиграть хотя бы еще одну секунду. В этот момент на Сатурне аппарат уже превратился в метеор. Он распался на части и испарился за доли секунды. Атомы, из которых состоял Кассини, его металл, электроника, его ядерное сердце смешались с атмосферой Сатурна. Он не просто изучал эту планету, он стал ее частью навсегда. Кассини сгорел, но данные, которые он успел передать, ученые будут расшифровывать еще десятилетия. Он показал нам, что Солнечная система живая, что океаны могут шуметь не только на Земле, и что жизнь, возможно, ждет нас не у далеких звезд, а прямо здесь, на орбите Сатурна, под ледяным панцирем маленькой Луны.